Рад приветствовать всех на канале Алекс Моторный. На связи Харьков. Как всегда, у нас прогулка улицами любимого города. Вы можете посмотреть, как выглядит Харьков, его улицы в наши дни. Декабрь 2024 года. И, пользуясь случаем, показывая улицы родного города, я знакомлю вас с наиболее интересными новостями и событиями, происходящими в Харькове. Еще пару дней назад лежал снежок, а сегодня уже слякоть, мряка, пасмурно. Но это не причина для отмены нашей прогулки. Весь Харьков на одном канале. Показываю город таким, какой он есть. С вас лайк и подписка на канал. В центре Харькова закрывается известный ресторан. Большинство харьковчан его знает под названием «Молодость». Заведение, которое расположено на Павловской площади, работает последний месяц. Об этом сообщили на странице ресторана в Instagram. Причин закрытия заведения владелец, ресторатор Алекс Купер, не объяснил. Я напомню, что бар-ресторан «Молодость» открылся в Харькове в 2021 году. Дизайн интерьера заведения создан в стиле 90-х. Ранее «Молодость» неоднократно фигурировала в полицейских сводках, поскольку возле ресторана часто происходили драки. Кстати, на днях в Харькове закрылся ресторан «Небо», который работал в ТРЦ «Дафи» на Салтовке. Харьковский велосипедный завод признан банкротом. Такое решение 25 ноября принял хозяйственный суд Харьковской области. У завода очень много долгов, но нет активов. Поэтому суд решил открыть ликвидационную процедуру сроком на 6 месяцев. В это воскресенье на канале выйдет видео про историю и судьбу Харьковского велосипедного завода. Не пропустите и обязательно посмотрите видео. Активисты-деколонизаторы требуют снести памятник дружбе украинского и русского народов, находящийся на Харьковском мосту. Скульптура украинца и русского, символизирующая дружбу, отсутствует в реестрах, и ее можно демонтировать хоть сейчас, отмечают они. Активисты оформили письмо на имя городского головы Харькова Игоря Терехова с предложением демонтировать этот позор немедленно. Еще в 2023 году в мэрию Харькова подавали петицию о сносе этого памятника, но она не набрала необходимое количество подписей. Ну и раз мы коснулись темы памятников, харьковчанка предлагает установить памятник работникам коммунальных служб. Соответствующая петиция размещена на сайте Горсовета. Памятник или мемориал коммунальщикам автор петиции предлагает построить на месте бывшего памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Чтобы петицию рассмотрел Горсовет, она должна набрать 5000 подписей в течение 90 дней. За несколько дней обращение поддержали менее 100 человек. В Харькове уже есть памятник тепловикам. Его открыли в 2023 году в сквере тепловиков. Из памятника, погибшим в результате российского вторжения детям, в центре Харькова убрали все игрушки.
убрали их из-за погоды. Сотрудники Центрального парка их приведут в порядок, высушат и с наступлением весны вернут на место. В Харькове в этом году восстановили 100 домов, поврежденных обстрелами. В первую очередь в Харькове восстанавливают дома с незначительными повреждениями. Городской голова сообщил, что по состоянию на сегодняшний день не подлежат восстановлению 26 домов. И городские власти Харькова просят помощи в восстановлении города. За этой помощью мэрия обращается к правительству, городам-побратимам из других стран и международным партнерам. Игорь Терехов, мэр Харькова, сказал: «Наш город претерпел тяжелые разрушения. Нанесенный ущерб составляет около 10 миллиардов евро, и ни один город не сможет самостоятельно с этим справиться». Самый популярный искусственный интеллект ChatGPT создал фото и показал, как будет выглядеть Харьков в будущем. В частности, как выглядит город, его парки и центральная площадь после восстановления. Искусственный интеллект считает, что город не потеряет свою изюминку, особенно на центральных улицах. Это касается, например, зданий по площади Конституции, которые выглядят дореволюционно, но модернизированы. Парки города искусственный интеллект представляет себе в уютном лесном стиле. В них наверняка будет вполне комфортно отдыхать или устраивать пикники. Это будут отличные места для прогулок, спокойствия и радости. А вот центральная площадь Харькова, площадь Свободы, по мнению искусственного интеллекта, будет закрыта необычной крышей. В целом площадь будет похожа на какой-нибудь огромный торговый центр, однако с улицами и дорожным движением. В целом искусственный интеллект в своих рисунках объединил историческую архитектуру Харькова, современный дизайн, атмосферу мира и процветания.
как в начале видео я говорил, в Харькове лежал снежок, а в Центральном парке заметили лису. Соответствующее видео распространяется в харьковских пабликах. На кадрах видно, что животное спокойно ходит по заснеженным газонам. Автор ролика отмечает, что оно не боится людей и высказывает предположение, что лиса может быть заражена бешенством. Вот гуляю по парку Горького, а тут средь бела дня гуляет такой зверь. Может даже и бешеная. Людей не боится. В парке Горького прямо, представляете? В последнее время лисиц замечают в Харькове довольно часто. Последний раз их видели в конце ноября в самом центре города возле Госпрома.